За последнее время мы получили столько положительных новостей, которых не было за всю историю существования криптовалюты. Ведь самые большие инвестиционные компании мира, а также крупные банки начали демонстрировать максимальный интерес к рынку крипты. Все началось с того, что мировой гигант BlackRock, управляющий активами на сумму 10 триллионов долларов, подал заявку на создание первого спотового биткоин-ETF на рынке США. И после BlackRock другие компании как будто бы сорвались с цепи, когда учуяли этот запах денег. Заявки на ETF подала третья инвестиционная компания мира Fidelity Investment. Также повторную заявку подала Invesco с капиталом 1,5 триллиона долларов. Инвестиционный фонд Wisdom 3 сделал также, и в то же время самый большой немецкий Deutsche Bank проходит процедуру получения лицензии на хранение крипты. А крупнейший маркетмейкер мира совместно с другими лидерами Уолл-стрит вообще поддержали запуск новой криптобиржи ADX Markets. И нетрудно догадаться, что происходит с криптой, когда на рынок заходят крупные компания с чемоданами, набитыми деньгами. Но вам не кажется странным, что такой интерес к крипте появился сразу после того, как SEC усилила давление на бирже? Ведь подавать заявки все, когда они приступают душить крипту, это не самое лучшее время. Но этому есть объяснение. SEC и ее глава Гэри Гинслер не считают биткоин ценной бумагой, а значит, это полностью развязывает руки крупным компаниям инвестировать в него миллиарды долларов. И SEC не хочет, чтобы американцы покупали биткоин через биржи, которые она не способна контролировать. Поэтому для них проще разрешить запуск биткоин ETF. А как мы знаем, большинство инвесторов США инвестируют через фонды или компании, и лишь 20% американцев покупают биткоин напрямую через биржи. На всех этих новостях биткоин уже вырос на 20%, и это только после подачи этих заявок. Так что же будет после того, как хотя бы одну из них одобрят? Биткоин полетит на 50, 60 или сразу на 100 тысяч? Конечно же, это вы узнаете в сегодняшнем видео, поэтому смотрите его до конца, ведь мы также ответим на вопрос, как это повлияет на рынок альткоинов. А перед просмотром обязательно поставьте видео лайк, потому что чем раньше мы наберем 800 лайков, тем быстрее мы выпустим для вас новое интересное видео. Ваша поддержка для нас очень важна, и мы за нее очень благодарны. Так что заранее каждому спасибо за лайк, и давайте начинать. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сегодня мы будем обсуждать множество фондов, которые управляют активами на триллионы долларов. И, конечно же, не обойдем стороной один из самых крупных криптофондов Grayscale. А если вы хотите узнать, какие монеты покупает этот фонд стоимостью более 50 миллиардов долларов, переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, где вас будет ждать удобный список этих монет, а также самые свежие криптоновости, которые мы публикуем 24/7, благодаря чему только наши подписчики заранее знают о предстоящих движениях на крипторынке. Ну а чтобы сейчас все понимали, о чем идет речь, давайте обо всем по порядку. В нашем прошлом видео мы говорили о том, что 15 июня самая крупная инвестиционная компания мира BlackRock подала заявку в SEC на создание биткоин ETF. Если вы не знаете, что это, то советую посмотреть это видео. Так вот, после такого уверенного шага в сторону крипты, другие компании получили некую уверенность и также подали множество таких заявок. Вслед за BlackRock сразу же пошла компания Fidelity Investment. Это третья в мире компания по управлению активами с капиталом 4,5 триллиона долларов. Об этом сообщил в Твиттере человек, который знаком с этим вопросом. Также он заявил, что BlackRock и Fidelity будут владеть крипторынком в США. Учитывая их триллионы долларов капитала, скорее всего так и будет. Кроме того, Fidelity Investment также собирается подать заявку на приобретение Grayscale, которая инвестирует миллиарды долларов в крипту. И если сделка состоится, в чем я очень сомневаюсь, Grayscale, имеющая траст-фонд на 600 тысяч биткоинов, перейдет под управление третьего фонда мира США. Тем не менее, Fidelity Investment уже имеет криптоподразделение Fidelity Digital Asset, которое предлагает эфириум и биткоин ETF в США на международных биржах. Более того, с 2014 года компания занимается добычей и накоплением биткоина, а также предлагает услуги по хранению криптовалюты. Поэтому дополнительный запуск спотового ETF станет только положительным фактором для роста биткоина и крипты. После BlackRock заявки на ETF начали подавать даже те компании, которые уже ранее это делали. Например, компания Invesco с капиталом 1,5 триллиона долларов повторно подает заявку на биткоин ETF. В 2021 году Invesco впервые подала заявку на ETF совместно с Galaxy Digital, но свою заявку они отозвали после того, как фьючерсный ETF от ProShares был одобрен и начал торговаться первым. В своем заявлении Invesco утверждает, что отсутствие спотового биткоин ETF подталкивает инвесторов к более рискованным компаниям, которые сталкиваются с банкротствами, приведя в пример FTX,
Celsius, BlockFi и Voyager. Конечно, эти компании не имели никакой регуляции, поэтому не странно, что они обанкротились. Также повторную заявку подал американский фонд Wisdom 3. Согласно заявлению, поданному 21 июня в SEC, Wisdom 3 просил комиссию разместить свой Bitcoin Trust Wisdom 3 на бирже BZX. Фонд уже дважды подавал заявку на спотовый биткоин ETF. Его первая заявка была отклонена SEC в декабре 2021 года, а вторая заявка была отклонена в октябре 2022 из-за опасений по поводу мошенничества и манипулирования рынком. Но помимо запуска ETF от мировых компаний, еще положительным фактором для биткоина является то, что самый большой немецкий конгломерат Deutsche Bank подал заявку регулятору BaFin для получения лицензии на хранение цифровых активов. Это было сделано для того, чтобы, во-первых, увеличить свой доход, а во-вторых, получить криптопартнеров, которым необходимо использовать банки для своей работы. Хотя ранее этот банк открыто критиковал криптовалюту. Такие действия от крупных инвестиционных компаний и банков четко нам дают понять, что они максимально заинтересованы работать с криптой. Ведь это новое направление, которое предоставляет огромные возможности, в отличие от устаревших финансовых систем во многих странах. На фоне этих нереально крутых новостей биткоин чувствует себя очень хорошо, ведь сложно вспомнить, когда он в последний раз показывал 20% роста буквально за одну неделю, из-за чего другие монеты также показали рост. А те, кто давно смотрят наши видео, прекрасно знают, что на вот таких движениях рынка можно очень хорошо зарабатывать, но главное заранее знать, куда направится рынок, и в этом вам поможет наша подписка Coin22 Pro. Благодаря подписке Pro участники вовремя получили сделку на монету Polygon и заработали от 45% чистой прибыли на росте. Но зарабатывать можно и на падении. Живой пример шорт-сделка по монете Link с профитом от 25%, а также монета ADA, которая принесла 30% прибыли. На таких сделках вы также можете зарабатывать, даже если вы новичок, ведь мы предоставляем пошаговое бесплатное обучение, после которого открыть сделку не составит труда. Рынок продолжает нас радовать своей волатильностью, и упускать свою потенциальную прибыль тебе точно не стоит. Поэтому переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и уже сегодня заработай вместе с нами. Как я говорил в начале, регуляторам США, а конкретно SEC, не нравится тот факт, что по сути весь крипторынок США держится только на двух биржах – Coinbase и Binance USA, которые она не способна контролировать на 100%. Но, видимо, эту проблему также решили исправить крупные американские компании. Ведь Fidelity Investment, крупнейший маркетмейкер мира, а также самый большой брокер США поддержали запуск биржи ADX Markets. ADX Markets – это полностью новая биржа, которая была запущена буквально 2 дня назад. Согласно заявлению, биржа надеется привлечь лидеров отрасли, используя передовой опыт традиционных финансов и предлагая уникальные преимущества, включая ликвидность, конкурентоспособные котировки и модель, не связанную с хранением крипты. Сейчас эта биржа поддерживает только 4 криптовалюты, а именно биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш, которые, кстати, выросли больше всего. Но одна важная вещь, которая отличает ADX Markets от других криптобирж, заключается в том, что она не хранит цифровые активы клиентов. Вместо этого пользователям придется обращаться к финансовым посредникам для покупки и продажи криптоактивов. Подобно тому, как сделки выполняются на фондовой бирже NYSE или NASDAQ. Механизм достаточно интересный, и для многих крупных и розничных инвесторов США покупать крипту именно таким образом будет значительно проще и безопасней. Но вам не кажется странным, что все эти заявки на создание ETF, запуски криптобирж и судебные иски против Binance USA, а также Coinbase были сделаны меньше, чем за месяц? Просто слишком много совпадений началось после того, как SEC усилила давление на крипту в США. Лично у меня есть такое подозрение, что это все было сделано не просто так. Вот, например, смотрите, 5 июня SEC подает иск против Binance. Далее вслед за ней идет Coinbase, и в то же время SEC выкатывает километровый список монет, которые она считает ценными бумагами. Далее Генслер начинает всячески угрожать крипте, что она полна мошенников, ее нужно регулировать, а лучше вообще избавиться, ведь у них уже есть криптовалюта доллар США. И казалось бы, это не самое лучшее время, чтобы подавать заявку на создание крипто-ETF, но несмотря на это, BlackRock всего спустя 10 дней подает заявку в SEC на создание спотового ETF, после чего проходит пару дней и уже другие мировые фонды делают точно так же. А гиганты Уолл-стрит вообще поддерживают запуск биржи ADX Markets, на которой можно купить биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Но если посмотреть списки монет, которые SEC назвала ценными бумагами, то мы с вами не найдем эти 4 монеты, которые доступны на бирже ADX Markets. Генслер всегда говорил, что он не
считают биткоин ценной бумагой, из-за чего мы можем предположить, что атака на Binance и Coinbase это было банальным прикрытием, только для того, чтобы продвинуть свою биржу, а также показать крупным американским инвесторам, что вы можете инвестировать гораздо безопаснее без всяких непонятных платформ, которыми управляет лысый миллиардер или азиат, который при любой панике пишет в Твиттере 4. По такому же принципу могут быть запущены биткоин ETF, ведь SEC будет гораздо спокойнее, чтобы этими фондами управляли многотриллионные компании, а не какой-то кудрявый парень, который отдыхает на Багамах. Поэтому есть очень большая вероятность, что эти ETF одобрят. Да, возможно не все, но как минимум ETF от BlackRock имеет очень большие шансы. Ведь как мы говорили еще в прошлом видео, SEC только 2 раза отклоняла ETF от BlackRock, а фактически это было только 1 раз, по сравнению с 575 ETF, которые были успешно запущены. И по крайней мере, я надеюсь, что эта статистика не будет испорчена. Положительная ли это новость для биткоина? Конечно же да, ведь эти заявки только подали, а он уже взлетел на 20%. И только представьте, что будет с ним, когда их одобрят. Вот поэтому после падения на фоне судебного иска против Binance мы не просто так вам советовали переводить большую часть своих активов, а именно 70% в биткоин. Кстати, насчет альткоинов. После того, как BlackRock подал заявку на ETF, доминирование биткоина превысило 50%, а это значит, что весь свободный капитал идет именно в него. Для альткоинов это не самый лучший знак. Да, многие из них растут, но так называемый альт-сезон наступает только после падения доминирования биткоина, когда избыточный капитал перетекает в другие монеты, например эфир, Ripple, ADA и так далее. Поэтому сложно сказать, что в ближайшее время мы увидим рекордные результаты от альткоинов. Глядя на график самого биткоина, то можно увидеть, что уровни 27, 28 и 29 тысяч мы уже пробили, и следующая цель явно будет выше 30 тысяч. А учитывая, какие новости выходят в последнее время, биткоин легко покажет такое движение. У биткоина сейчас есть все предпосылки на будущий рост. Конечно, никто не исключал краткосрочную консолидацию и коррекцию, но общий тренд остается положительным. На будущее движение само собой продолжает влиять как хорошие, так и плохие новости, и получать вы их можете в нашем телеграм-канале. Так что не забывайте подписываться. Также оставляйте ваше мнение и прогнозы насчет биткоина в комментариях, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Всем пока!